самом сердце Лос-Анджелеса, среди шумных улиц и ярких огней, происходила трагедия, о которой почти никто не подозревал. Серый пес с заостренными ушами, истощенный от голода и лишений, бродил по обочинам дорог в поисках еды, укрытия и защиты. Его звали Кастиэль, и его жизнь была настоящим испытанием. Живя на улице, он был испуган и насторожен, прячась от людей и звуков. Каждое движение, будь то шаг прохожего или шум машины, вызывало у него страх, и его сердце колотилось, когда кто-то подходил слишком близко. Он выглядел больным и покрыт вшами. Его шерсть свисала клочьями, словно отражая все ужасы, которые он пережил. Кастиэль вовсе не был просто бездомной собакой. Он был гибридом волка, и это означало, что его шансы на спасение были ничтожны. Когда местные жители начали замечать Кастиэля, они откликнулись на его страдания и немедленно связались с организацией по охране животных. Но никто не догадывался о том, что этот пес не просто собака, а животное с дикой природой, что усложняло его положение. Кроме того, многие люди считали, что такой новый мальчик, как его назвали, оказался в ситуации, из которой сложно выбраться. Представители приюта, по всей видимости, поняли, что если не удастся найти для Кастиэля желанный и заботливый дом, его ждала ужасная участь — усыпление. Это решение вызвало ужас у многих, и они начали активные поиски тех, кто сможет оказать помощь этому несчастному существу. К сожалению, среди людей, заинтересованных в спасении Кастиэля, понимание и желание помочь порой резко контрастировали с жестокостью, с которой сталкивался этот пес. Они не знали, что та глубина страха, с которой ему приходилось справляться, была результатом многолетнего одиночества и страданий. Его существование на улице стало своего рода борьбой за выживание, и каждый раз, когда он прикасался к очередной порции еды, он не знал, будет ли это его последняя. Каждый ремонт в диком состоянии стеснения и неуверенности выглядел бесконечно. И вот, в последние секунды, перед тем, как он мог попасть в руки тех, кто должен был решить его судьбу, положительные перемены, как ни странно, начали прорисовываться. К счастью, на помощь пришли представители организации WOLF Sanctuary из Колорадо, специализирующиеся на спасении волков и их гибридов. Они были готовы дать Кастиэлю последний шанс, возможность на новую жизнь. Операция по транспортировке Кастиэля в приют была полна волнений и надежд. В это время Кастиэль был как будто на краю мира. Ему было очень трудно понять, что происходит, и все это вызывало в нем страх, заставляя его оставаться закрытым. По мере того, как его катали в бокс-салоне фургона, его мысли блуждали. Что меня ждет дальше? Будет ли это место лучше? Или это снова будет жестокое испытание? Он не знал, что в новом пространстве он снова найдет тепло и заботу. Прибытие в WOLF Sanctuary стало для Кастиэля настоящим испытанием. Когда его привезли, он сидел в углу клетки, неподвижный как статуя, с широко раскрытыми глазами, которые метались между страхом и любопытством. Он посмотрел на других животных, на волков и волчьих собак, но его страх был столь велик, что он не осмеливался подойти к ним, даже несмотря на то, что часть его сознания стремилась к этим существам, в которых он видел отражение своей потери и страха. Персонал приюта, наблюдая за Кастиэлем, испытывал смешанные чувства. С одной стороны, они испытывали нежное сочувствие к этому жизнерадостному существу, которое так страдало, с другой стороны, они осознавали, что у него были физические и эмоциональные проблемы, которые требовали тщательного подхода. Они знали, что у Кастиэля была трудная жизнь, и должны были сделать все возможное, чтобы излечить его душу и тело. Первые дни в приюте были стрессовыми для Кастиэля. Он страдал от паразитов, чесотки и истощения. Местные ветеринары провели тщательное обследование, и как только его состояние стабилизировалось,
Появился надежный план по восстановлению. Спустя какое-то время центр WOLF Sanctuary провел конкурс на новую кличку для их подопечного, и выигравшим стал Кастиэль. Благодаря этому имя стало символом новой жизни, которая обещала ему радость и свободу. Но начало нового этапа было непростым, так как Кастиэль был ранее предоставлен себе и потому был довольно застенчив. Несмотря на то, что он начинал с мизерной надежды, эту надежду было непросто поддерживать. Он не знал, как вести себя с другими животными и держался уединенно, наслаждаясь тишиной и спокойствием, которые ему обеспечивало новое пространство. Каждый новый день был будто бы игрой в прятки. Ему приходилось учиться заново определять, как взаимодействовать и как доверять. С каждым новым днем его поведение менялось, и сотрудники центра начали замечать прогресс. Они знакомили его с другими животными, тем временем Кастиэль все больше раскрывал свой потенциал. И вот на очередной встрече он увидел Тенали, прекрасную волчью собаку из Висконсина. Она сразу привлекла его внимание своей энергией и добротой, словно луч света, пробивающийся сквозь облака. Тенали быстро поняла открытость Кастиэля и начала делать шаги к тому, чтобы лучше узнать его. Она была размеренной и не торопилась, что позволило Кастиэлю почувствовать себя комфортнее в ее присутствии. Постепенно между ними возникла дружба, которую трудно было игнорировать. Два разных мира, один полный страха и другой наполненный свободой и любовью, начали пересекаться. Кастиэль и Тенали начали проводить время вместе. Сначала это было лишь небольшое сближение, но вскоре они начали открываться друг другу. Первые попытки приблизиться к Тенали были для него пугающими. Он помнил, как когда-то его игнорировали и избегали, но Тенали с ее доброй душой и неистощимым оптимизмом показала ему, что дружба может принимать различные формы и быть истинным источником утешения. За несколько дней их связи его мир начал трансформироваться, и он начинает понимать, что эта волчица не желает причинить ему вред. Прошло несколько дней, и Кастиэль начал проявлять активность и любопытство. Благодаря Тенали он стал постепенно открываться новому опыту и разным возможностям, которые предлагало ему новое окружение. Каждый день они вместе исследовали центр и пользовались свободой, которую они очень ценила. Их приключения варьировались от простого прогулки по территории до общения с другими волками и кошками, и Кастиэль вновь обрел смысл в своих действиях. Тенали была не просто милой волчицей. Она стала для Кастиэля чем-то вроде спасительного круга, который дарил ему шанс пережить все страхи, которые угрожали его существованию. Она доверяла ему, и ее терпеливое сердце начинало влиять на его восприятие мира. Даже несмотря на его первой стеснительности, он осознал, что находился на пороге новой жизни, и это единение стало лучиком надежды, который они оба искренне оценили. Постепенно Кастиэль стал открываться. Он больше не прятался в углу, его шерсть начала блестеть, и он окреп. Он начал участвовать в играх с другими собаками и волками, изучать новые запахи и откликаться на ласки. Мишель, директор приюта, внимательно следила за его развитием и заметила, что его уверенность росла с каждым днем. Кастиэль обрел не только здоровье, но и новый смысл жизни, чувство принадлежности к чему-то большему, чем он сам. С Тенали Кастиэль переживал много незабываемых моментов, наполняя свою жизнь теплотой и счастьем. Вместе они исследовали окрестности, наслаждаясь каждой минутой. Тенали рассказывала ему о своих предыдущих приключениях в Висконсине, а Кастиэль делился мечтами о том, что он хочет сделать, когда вырастет. Они стали неразлучными и благодаря друг другу прорастали в каждую новую ситуацию с другой стороны, с пониманием и доверием. В один из теплых дней, когда солнце светило, как никогда ярко, Кастиэль и Тенали провели время на открытом воздухе.
бегая по полям и исследуя окружающий лес. Их дружба стала чем-то большим, чем просто привязанность. Это было непередаваемое чувство, которое они оба могли испытывать, будучи частью чуда, где каждый момент был ценностью. Благодаря поддержке друг друга, оба пса чувствовали, что заслуживают радости и любви. Но вскоре в жизни Кастиэля и Тенали настал новый поворот. В центр приехали волонтеры и специалисты по дрессировке, чтобы улучшить навыки животных и работать с их поведением. Это было интересное время, полное новизны и непредсказуемости. Кастиэль, когда-то напуганный любым движением, теперь начал интенсивно исследовать эти новые взаимоотношения. Через силу своих страхов он осознал, что дрессировка — это лишь тонкая линия между страхом и пониманием. Под чутким руководством специалистов он начал прогрессировать не только как собака, но и как личность, обретая больше уверенности и понимания мира. Занятия были разнообразными и интересными, и каждая тренировка становилась не просто задачей, а возможностью обмениваться опытом с другими животными. Кастиэль начинал смотреть на людей с большей радостью и относиться к ним с открытым сердцем. Дружба с Тенали только добавила ему уверенности, и они оба стали активно участвовать в обучении, поддерживая друг друга на протяжении всего процесса. Наблюдая за другими собаками и волками, Кастиэль поймал себя на мысли, что может быть хорошим другом и защитником для тех, кто нуждается в помощи. Это нового сознания переполняло его духом, и он не мог дождаться момента, когда ему будет предоставлена возможность быть активным не только в своей жизни, но и в жизни других. Каждое занятие с Тенали усиливало их взаимное уважение и поддержку, предоставляя им новые инструменты для формирования более прочных связей. Прошло несколько месяцев, и в жизни Кастиэля настали значительные изменения. Он не только поправился физически, но и стал эмоционально стабильным. Кастиэль, когда-то находившийся на грани усыпления, теперь был полон жизни и надежды. Ему удалось преодолеть преграды и научиться взаимодействовать со своим окружением, не проявляя страха. Его спокойствие и уверенность стали заметны всем. Кастиэль и Тенали продолжали радоваться жизни и всему, что она приносила. Каждый день стал новой надеждой, новым источником радости. Даже в трудные моменты они находили способы успокоить друг друга, напоминая, что они никогда не одни. Их связь превращалась в настоящую дружбу, и они вместе делали шаги навстречу более светлому будущему. Тенали помогала Кастиэлю открываться, и с каждым днем он учился принимать заботу и любовь, не опасаясь, что это может снова причинить ему страдания. Каждый вечер, когда солнце опускалось за горизонт, они приходили к тому же месту, где когда-то встретились, и оба ощущали, что теперь они находятся дома. Их дружба стала для них поддержкой в трудные времена, и ими начинаем править уверенность и свобода. После года успешного проживания и получения всех необходимых навыков, Кастиэль стал главным примером для других животных в приюте. Его история тронула сердца не только волонтеров, но и всех, кто приходил в приют ради того, чтобы спасти кого-то. Кастиэль стал символом надежды и вдохновения для многих. Его путешествие из страхорствовавшегося существа в смелую, активную собаку заставило всех задуматься о том, как сильна сила любви и веры. Приют ВОЛФ стал местом, где мечты сбываются. Кастиэль и Тенали продолжали радоваться жизни, на своем пути вдохновляя других животных и людей. Они прилагали усилия, чтобы показать всем, что даже те, кого когда-то считали пропавшими навсегда, могут найти свой путь. Их дружба, заключающая в себе дух выживания, любви и бесконечной преданности, стала предметом уважения во всем районе. Кастиэль не только нашел дом, он нашел свою настоящую семью, которая его ждала. В конечном итоге это все стало ярким символом,
который отражал истинные ценности понятия «семья». Два разных животного, переживших свои драмы и страхи, объединились, чтобы создать той самой взаимосвязи, которая искореняла все трудности, которые они когда-либо испытывали. История Кастиэля — это история, в которой нет места страхам и одиночеству, а есть только свет, дружба и бесконечная любовь. Это рассказ о том, как мы можем изменить жизнь другого существа лишь одним лишь актом доброты. Кастиэль доказал, как неопределенные встречи и поддержка могут привести к чудесам. Его жизнь стала свидетельством того, что даже в самые трудные моменты есть луч надежды, если только мы открыты к ним и готовы принять помощь. Верьте, что каждый из нас может стать источником света в темных уголках жизни, и как Кастиэль можно снова обрести надежду даже после самых жестоких испытаний. Мы должны научиться любить и заботиться о тех, кто вокруг нас, ведь именно это делает нашу жизнь по-настоящему значимой. Единственное, что мы можем сделать, это протянуть руку помощи и подарить кому-то надежду, так же, как это сделали для Кастиэля. Каждый из нас способен вдохновить другого, и именно в этом заключается красота жизни.